Вопрос о том, что значит быть русским, обычно встает, когда ты оказываешься оторван от своих корней и своего контекста, то есть в эмиграции. В эмиграции обычно и происходит знакомство с такими чувствами, как грусть, тоска по дому, ностальгия. И сама тема поиска себя в чужой среде послужила вдохновением для прекрасных литературных произведений, про которые мы сегодня начнем говорить с сотрудницей литературного музея Диной Батей. Большая часть литературы XX века — это как раз эмигрантская проза, которая была более свободной, чем советская. Большей частью она была посвящена именно тому, чтобы вспомнить, что такое Россия, как-то ее перенести, осмыслить. И все это усугублялось еще тем, что сама страна тогда оказалась закрыта у людей, у писателей, у них был только образ, который они сохранили с детства. А дальше они конструировали, создавали этот образ. Для них было главным средством это русский язык и главная общность. Но какая Россия сегодня, они не знали. И поэтому в основном корпус текстов о России эмигрантский — это корпус такой немножко ностальгический, там, где люди ищут свою Россию как себя. Наверное, самый яркий, самый такой показательный текст — это текст Набокова «Подвиг». Совсем небольшое произведение, которое посвящено именно этой теме, в которой он прямо открыто говорит, ставит вопрос, что значит быть русским, кто такой русский, как это, и почему это важно, почему важно понимать, что я русский. Главный герой повести оказывается в эмиграции в довольно юном возрасте, и он поступает в Кембридж, он начинает учиться, и тут в Кембридже среди англичан он начинает остро ощущать то, что он не такой, как они. И у него это начинает совпадать с такими юношескими поисками себя. Он начинает искать себя и Россию свою потерянную Россию. Поэтому ему, как ему кажется, помогают какие-то люди. Сначала он очень привязывается к профессору, который зовут Арчибальд Мун, который прекрасный славист, прекрасно, медленно, изящно изъясняется на русском, знает все о русской культуре и, как пишет Набоков, хранит ее как амфору. Вот эта культура, она нетронутая, она прекрасна, и считает, что после революции, в принципе, вот эта амфора разбилась, и России уже нет. И он с ней носится, и то, что Россия — это люди, и еще это процессы, и она еще существует, для него это не актуально. И поначалу герою нравится эта идея об такой идеальной стране, которая даже не страна, а культура, наверное, целиком. Но дальше он начинает ощущать отчуждение, он начинает ощущать, что это пыльность, что это не настоящее, что это не то. У него появляется друг в колледже, которого зовут Вадим, который такой типичный, наверное, русский характер в представлении многих иностранцев, такой типичный Ноздрев. При этом он совершенно одарен поэтичным восприятием жизни. Он может как-то четко вдруг подметить, сказать, запахло Крымом. Непонятно с чего, и это оказывается очень точно. Но для него это совершенно не повод для рефлексии, он не сидит и не пытается как-то сформулировать что-то про мир, он гуляет, веселится, сквернословит, все с чувством, со вкусом к жизни. И вот такой типичный русский персонаж, который, может быть, немножко Иван-дурачок, такой счастливчик, везунчик,
но который тоже рефлексирующему главному герою не очень помогает. Он попадает в общество эмигрантских поэтов, таких явно третьесортных, которых Набоков очень иронично, сатирично описывает их сборище, о том, как они там, заламывая руки, читают про тоску по родине, про Петербург, где обязательно упоминают «Медный всадник». Вот от чего подчас тоской набухает сердце, чувствуя, что истинного друга оно здесь не сыщет, и тогда все кажется скучным. И глядя на тихую воду, где цветут тонкие отражения, будто рисунок по фарфору, я задумываюсь все глубже о многом, о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока еще нечем. Владимир Набоков, Кембридж. Главный герой Мартын Эдельвейс пытается ухватить свою русскость, найти себя с профессором, с другом в этом обществе, и ничего не получается. И далее он решает незаконно перейти границу, вернуться на родину, вот буквально вернуться к корням. В Набокова есть очень красивый образ, который идет через всю книжку. Это тропинка в лесу, о которой мы узнаем в самом начале книги, когда Мартын Эдельвейс еще маленький, у него над кроваткой висит картинка, очень красивая картинка, где нарисован лес и тропинка. И мама ему читает какие-то английские сказки, и там есть одна английская сказка про мальчика, который вот так же встал и ушел в какую-то акварельную картинку в тропинку. И маленький Мартын Эдельвейс, он очень боялся, что мама заметит, что эта картина, она похожа на ту картину из книжки, что она ее уберет. А может, он сам может уйти так же какую-нибудь ночь, вот так вот пропасть. И этот образ тропинки, он как бы так плавно, очень тонко проходит через всю книжку. Дальше про картинку он вспоминает, когда он отправляется в эмиграцию, и какие-то ощущения от моря крымского он сравнивает с этой картинкой внезапно. Она всплывает с картинкой и с тропинкой, вот как какой-то переход. И в конце книги, когда герой уже переходит эту границу, как мы понимаем, потому что он исчезает. Набоков не пишет, попал он в Россию или нет. Это такая загадка, что с ним случилось. Но он исчезает, и его друг приезжает к его родителям в Швейцарию. Он спрашивает у кого-то там из местных, как к ним быстрее пройти. Они говорят, вот здесь по тропинке. И его друг идет по этой тропинке в лесу. Этим заканчивается книга. И, в принципе, это такой образ ухода, возвращения в детство и ухода в какую-то мечту и сказку, ухода, может быть, от себя, может быть, к себе. У Набокова это все, вот этот открытый финал, он довольно загадочный, довольно интересный, но из всей книжки понятно, что возникает необходимость вернуться именно к настоящей России. Настоящая Россия — это земля, это настоящий лес, это настоящая территория ее, и как бы ни в каких амфорах, никакие отдельные люди, общество ее не могут сконструировать. Она может быть только здесь.